Сегодня мы движемся по магистрали М11 Нева, и, замечу, с транспондером T-Pass довольно удобно проезжать через платные участки на скорости 30 км в час. Благодаря этому мы довольно быстро добрались до очередного живописного местечка. Друзья, трасса М4 Дон и М11 Нева – это не только комфортные дороги, безопасная поездка и возможность добраться куда-то без пробок, но и красивейшие живописные места, которые находятся здесь, с ними рядом. На одной из них мы с вами прямо сейчас находимся. Это старейшая, классическая итальянская сырная ферма. Дорогие друзья, вы находитесь на итальянской сырной ферме на предприятии итальянца Пьетро Мацца. Мы занимаемся производством итальянских сыров по южноитальянским технологиям. Вот мы с вами сделаем сыр качотто. Это очень интересный процесс, натуральный, делается в медной ванне, которая называется пайоло, именно по южноитальянской старинной технологии, как делали 1000 лет назад в Калабрии. Сейчас мы в наше натуральное молоко вносим сычужный фермент. Вот. И таким образом получим сырный сгусток. Сейчас мы нарежем наш сырный сгусток для того, чтобы произвести наш сыр. Вот то, что мы с вами отделили при помощи сычужного фермента, это белок молочный, казеин. Сейчас он достигнет у нас с вами правильной консистенции для того, чтобы мы смогли сделать сыр, который нам требуется. В данном случае это качотто свежее. Наше сырное зерно для изготовления сыра готово. Ну и сейчас мы с вами сделаем качотто в старинных калабрийских формах, которые плетутся из специальной травы, содержащей антисептик в своем составе. От этого сыр получается в этих формах намного лучше, чем в формах индустриальных. Трава, из которой плетутся эти формы, растет на юге Италии, Франции, Испании. И повсеместно в этих странах, то есть в самых сырных странах, плетут именно такие формы. Сыр надо несколько раз переворачивать для того, чтобы он принял правильную и красивую форму, был без трещин и совершенно ровный в своей консистенции. Дорогие друзья, желаю вам кушать только натуральные продукты, натуральные сыры, натуральное мясо, для того, чтобы здоровье наших российских граждан было все крепче и крепче. Приезжайте к нам на итальянскую ферму, всегда вам рады. Спасибо. Друзья, в этом чудном островке цивилизации можно купить очень много полезных товаров не только себе в дорогу, но и, например, для своей семьи. Это я возьму для своего сына, он будет очень рад, вот этого очаровательного мишку. Это я возьму для своей супруги. И третья важная и, можно сказать, одушевленная часть нашей семьи – это, конечно, автомобиль. Для него я на всякий случай приобрету моторное масло Genesis Armortec GC. Каждый автомобилист знает о том, насколько важно следить за уровнем масла в двигателе, а также своевременно его менять. Lukoil Genesis Armortec GC 5W30 рекомендовано к всесезонному применению в бензиновых и дизельных двигателях автомобилей ведущих немецких концернов. Моторное масло высокого качества и исключительная стойкость загустителя к деструкции обеспечивают стабильную вязкость в течение всего срока эксплуатации. Важный плюс – это отличная совместимость с системами доочистки, легкий пуск, а также низкий расход за счет входящих в состав масла полиальфа-олефинов, обладает превосходными низкотемпературными свойствами и низкой испаряемостью. Lukoil Genesis Armortec GC 5W30 – надежная защита для вашего европейца. Друзья, мы двигались по трассе М11 Нева и заехали в прекрасный храм культуры, который называется Императорский дворец. Здесь находится очень интересный портрет очень важного исторического персонажа, о котором нам сейчас с вами расскажет хранитель, да, местной культуры. Его зовут Александр. Александр, расскажите нам немного, пожалуйста, об этом портрете и почему он находится здесь, в Твери. Кто это?
Это портрет внучки Екатерины II, Екатерины Павловны Романовой, одной из ярчайших женщин начала XIX века. От бабушки она ум и амбиции унаследовала. И она была хозяйкой этого дворца. Александр I его подарил в качестве свадебного подарка, а до этого Екатерина отказала самому Наполеону. Может быть, и войны 12 года не было бы, если бы этот отказ. Это дворец ей принадлежал, а это ее кабинет, бывший ее кабинет, и отсюда, естественно, она здесь жила? Да, 3 года она здесь прожила. Не такой долго ее судьба оказалась, всего 30 лет она прожила, но это действительно одна из самых ярких женщин начала 19 века. Ну а продолжение истории вы узнаете сами лично, приехав сюда, в Императорский дворец.